Всем привет! С вами Кэцунеку. Наконец-то у меня дошли руки до вот этого клона Famicom. FinVite называется, если я правильно произношу. Данное устройство существует в двух вариантах. Версии 1, 2 и 3 ревизии. Разница между ними, конечно же, в цене. Это вторая ревизия стоит 2200, а третья 3200, то есть разница в 1000 рублей всего лишь. Ну и еще имеется различие в плане железа. В третьей ревизии улучшена схема питания, которая более эффективно работает и с наименьшим тепловыделением. А также усовершенствована система видеотракта. Ну, это, короче, меньше полос, всяких муаров, глюков, негативных эффектов. Вот, собственно, и все различие. Единственное, что обе ревизии, 2 и 3, питаются от 9 вольт, но второй ревизии нужно 800 мА, блок питания 9-вольтовый, а третьей ревизии 9 вольт и 1 ампер, то есть 1000 мА. Ну так. Немаловажная часть данного клона то, что схема питания автоматически выбирает правильную полярность подключенного блока питания. То есть помните, как раньше было на староделах и оригинальных фамикомах, к примеру, плюс был снаружи на блоке питания, а минус внутри. То есть сейчас вам не нужно заморачиваться, чтобы не сжечь, к примеру, свою любимую приставку. В этот клон вы просто тупо подключаете 9-вольтовый блок питания и не заморачивайтесь, где у вас там плюс, снаружи он или снутри. Схема сама определит нужную полярность и запустит данный клон. А перед тем, как начать, давайте я начну с предыстории. В общем, я связался с разработчиком, одним из разработчиков данного устройства, и поинтересовался вообще, как они докатились до такого, что изобрели данное устройство. В общем, пишет: написанием прошивок, разработкой печатных плат, пайкой прототипов занимался RAM Factory. Предыстория FinVite проста. За основу взята оригинальная схема Dendy, причем сама схема перерисована под ником Hardwireman, но оригинальная схема выдавала очень плохое изображение. Соответственно, видеоусилитель на транзисторах был заменен видеоусилителем на спецмикросхеме. Причем схема разработана тем же Hardwireman. Впоследствии обнаружилась еще одна проблема. Генератор опорных частот на транзисторах запускал далеко не все CPU и PPU. CPU — это центральный процессор, а PPU — это графический процессор. И тут же я сам переделал генератор частот на микросхемы, то есть это RAM Factory. Ну и, собственно, вы сейчас на заднем фоне видите вложение, которое он мне предоставил с расположением всех деталей. Ну, тут все расписано, подписано. Ну, такая вот небольшая предыстория получилась. А теперь давайте перейдем к самому обзору, посмотрим, что это же за монстр такой. Забыл добавить основные фишки этой платы и именно этой ревизии. Ставьте на паузу и читайте. Ну вот она, эта плата. Как вы могли обратить внимание в предыдущем обзоре, коротеньком, я указывал, что у меня версия 3, то есть ревизия, вот FinVite. Единственное отличие, здесь перемычки немножко по-другому выглядят, они выглядят желтыми и красными. Для переключения региона, PAL и NTSC. Как вы можете обратить внимание, положение вправо 21.477 МГц, а положение лево 26,601 МГц. Вот здесь расположены как раз два кварца. Это, видимо, плата микрохоуправления и переключения. А так она полностью идентична, как и вот на фото было. Самой важной частью этого устройства являются вот эти две каретки для сменных чипов CPU и PPU, то есть центрального процессора, хотел сказать профессора, и графического. Вот смотрите, у нас центральный процессор расположен здесь, тут даже маркировка указана. Вот RP, что-то 2A03 и UA6527. Это стоят сейчас чипы
японского региона. То есть, обратите внимание, вот их маркировка RP2A03G, по-моему, так и произнес. И у PPU графического процессора также имеется маркировка. Она расположена здесь. Вот как раз RP2C02 или O2 и UA6538. Первое указано — это японский регион, то есть NTSC, а второй типа как паловский. Вот. А сама приставка поставляется с вот такими графическими и центральным процессором. Давайте я сейчас покажу, как их нужно вставлять. Как вы видите, имеется у процессора ключ. Что за ключ? А ключ — это, видите, выемка такая с одной стороны процессора. То есть отчет ног идет. Смотрим на его маркировку UA6527P. То есть это у нас CPU идет. Вот у него ключ с левой стороны. СПУ у нас находится вот здесь. Что мы делаем? Отщелкиваем лапку-фиксатор и вынимаем. Убираем в сторонку на мягкую штучку, чтобы ничего не повредить. И смотрим. Нам сюда нужно установить, то есть, в комплекте поставки они уже были все вставлены. Обратите внимание, что вот здесь белая полоса такая, как бы с загнутой вовнутрь штукой. И на самой микросхеме имеется аналогичная, то есть правильная установка у нас происходит вот таким способом. Ключ повернут к плате с картриджем. Обратили внимание, да, они у нас вот совпались. Теперь придерживаем и защелкиваем. Все. ЦПУ мы поставили. Теперь PPU таким же способом. Убираем японский регион и ставим регион Dendy. Здесь у нас также имеется ключ. И имеется ключ вот здесь. Значит, устанавливаем таким способом. Все, сверяем. Да, вот выемка, вот выемка. Но у меня подписано вообще на микрухах, вот читаете здесь UA6527, чтобы вообще в край не запутаться. И внизу вот написано UA6527. Так, вот в такой комплектации у нас поставляется данная приставка именно с этими двумя чипами. Чипы заточены под Dendy, но тактовая частота у них не европейского региона и не японского. Это что-то между посередине, можно так сказать. Наверное, все смотрели «Проклятие серого слоненка» от Паши Киномана, Павла Гринева, что Dendy делали в Тайване. Так что вот тайванцы там намутили, накрутили и получили Dendy. Так, давайте проверим, в чем разница, какие лучше выбрать игры, играть на Dendy и играть на японских чипах. Соответственно, цена вопроса. Эти уже в комплекте поставляются, так что о их цене можно и промолчать, не говорить. А вот об японских я пару слов скажу, когда мы их будем использовать. Ну, давайте приступим к запуску данного устройства. Так, я забыл пояснить, когда я поменял дендевские чипы, поставил, да, у нас перемычки, вот эти перемычки нужно перевести в положение влево. Сейчас у нас стоит NTSC, то есть японский регион, японский. И, кстати, американский тоже она работает в NTSC, а европейский работает в PAL. Ну и Dendy, соответственно. Так, прикольным светится синим огоньком, так, светодиодик, то есть работа нашей приставки. Я все запустил, давайте перейдем теперь на экран. Играть я буду вот на таком геймпаде, короче. Все подключено по аудио-видео.
И начнем мы с Battle City. Напомню, еще чипы стоят Dendy, поэтому мы запускаем либо японскую версию, либо американскую, которую работают в НТС. И давайте американскую запустим. В принципе, они работают одинаково, что японская, что американская. Ну и по поводу в плане глюков, там всех таких штук. Соотношение стоит у меня 4:3. Вот, P-Size, видите, посередине. Если видно вам, конечно. Слышите, как музыка медленно играет? И у экрана полосы, получается, черные сверху, ну и снизу. Там вам не видно, но в принципе такой же толщины полоса. Слышите, музло какое? Не успел. Медленно все. Ну, в принципе, мы вот так раньше играли на Dendy. Зато обратите внимание на цвета. Сейчас вот появятся вот эти вот поросята, или кто-то, черти какие-то с секирами или с чем они там. Они такие себе розового вида, как бы. Давайте еще немножко пройдем. Там черно-белый выскочит. Пинается гад такой. Вот он, черно-белый у нас. Там мушки какие-то. Бабочки, комарики, не знаю, что это. Мой удар. Ну и тут летающий тоже вот такого же принципе цвета. Так, давайте выберем другую игру. Ну, к примеру, вот... давайте я вам покажу сейчас, запущу европейский батл. Вот видите, на конце буковка И стоит. Ну, русская И, английская И. Обратили внимание, да, буква А какая-то вот фигурирует везде, уже что-то не то. Там, смотрите, полоса справа, да, какая-то, где планета, кусок. Звук уже, обратили внимание, чуть побыстрее. Уже более чем-то похож, но как бы тоже оно да не оно, как бы то да не то. По цветам в принципе так же, ну не в принципе, а вообще по цветам так же. А видите, что творится? Пошли глюки конкретные. Вот поэтому мы играли в основном в японские игрушки в детстве. Ну, мы их называли китайскими, конечно же. Ну, давайте запустим уже для чистоты эксперимента японскую версию. Кстати, я тестирую на картридже Flash. Позже я доставлю новодел китайский и стародел из 90-х. На микрухах у меня там есть и на каплях. И проверим, как этот клон будет работать с данными играми. Это мы все успеем проверить, не переживайте.
Так, сейчас повторюсь, это японский ром японского региона. Также он NTSC, то есть NTSC, такой же, как и американского региона был. То есть, ну, все такое же. Такой же звук, только идет он без косяков. Хотя вот смотрите, обратите внимание, в левом верхнем углу, вот здесь, какие-то артефакты, что ли, мишура, мусор появился графический. Ладно, давайте перейдем к другой игре. Ну вот контра у меня есть. Также русская, американской почему-то нету. Ой, европейской. В общем, с регионами вы, в принципе, должны уже как бы понять, что есть такие как бы проблемы. Ну, контра идет замечательно. Все цветастое. И еще, повторяю, внимание, обратите на цвета. На дендевских вот этих микрухах они как бы сочнее. Так, и еще. На дендевских вот этих микрухах они как бы сочнее. Так, и еще давайте я вам покажу так, Робокопа 3-го. Так, где он там? Запустим сначала американку. Ну, тут, в принципе, только американка и европейка. В Японии что, не портировали? Не выходило, что ли? Так, обращаем внимание, работает американка замечательно, без каких-либо графических косяков. Но музыка все равно слышно, что медленная игра идет тоже как бы медленнее, нежели как она должна идти. Но это все, как бы говорю, повторюсь, что если вы хотите чисто ностальгировать, она работает, данная приставка, в данный момент как Dendy Junior. Ну или как Dendy. В Dendy, по-моему, они все одинаково работали. Что Junior, что не Junior. Ну, от стиплера, в общем. Так, теперь обратите внимание, я сейчас запущу европейскую версию данного рома, то есть данной игры. То есть PAL-версию. Еще раз повторюсь, европейского региона игры это PAL-версии, а американского и японского региона NTSC региона. Обратите внимание на данного рода глюки. Они появляются из-за того, что у нас процессор по частоте не совпадает с NTSC по частотам, и поэтому отрисовывают неправильную картинку. То есть раньше там разработчики умудрили такое, что там в такт процессора рисовать там определенные блоки. Ну, в общем, замудрено примерно как-то так. Я не профессионал в этом вопросе, но примерно понимаю. И вот такая вот мишура у нас появляется. Поэтому на Nintendo Entertainment System NES ставили региональные, ну, защиту, короче. Как не защиту, а это. Ну да, получается. Региональные чипы, чтобы игры от других регионов нельзя было запустить. Да и форм-фактор картриджа был другой. Японскую тупо не запустишь на ней, и все. В смысле, на NES.
Ну, давайте приступим к другим картриджам, проверим несколько штук и будем переключаться на японские чипы. Проверять мы будем на вот эта двухигровка с каплями, обычная плата. Потом оригинальная Kirby, японская версия. Новодельный хак Утиной истории 2. Я недавно вот о них делал обзор. Deluxe Edition 2014. Стародел из 90-х. Здесь не Нянькинс, не кот с перчаткой, а тоже многоигровка она на микросхемах. Ну, собственно, вот этот вот хак тоже на микросхемах. Ну и, соответственно, оригинальный фамикомовский картридж также на микрухах. А вот этот вот, по-моему, там какая-то плата с памятью стоит и залипухи. Да хотя какие-то микросхемки, но она вообще легенькая, китайская, короче, ерундеция. Так, давайте начнем с 3 каплями. Двухигровочка, это Ghostbusters и там что-то Taito HQ, где там гоночки, машинки таранишь, такие штуки. 2, по-моему, да, Охотники за привидениями, или 1? Что-то я не помню. Не успел посмотреть, что написано было. Блин, надо было другого чувака взять, ну ладно. Суть важна. Ну, тоже вроде как, да, все работает. Вот в эту игру я давно не играл, поэтому вроде бы как и звук меня устраивает. Просто вот в эти контры я как бы недавно играл, поэтому я помню, как должно звучать. Джойстик китайский подхрустывает. Так, давайте я сброшу. Taito Chaser HQ. Да, обратите внимание на цвета. Погнали. Ну, в общем, все цветасто, все работает окейно, зашибенно. Давайте перейдем к следующей. Так, ну раз начали с китайской вакханалии, так и давайте продолжим с Double Dragon, к примеру, 4. Что это такое? Proudly Presents. Не, ну музыка прикольная, как бы. В смысле в том плане, что приставка нормально музыку выводит, звук точнее. Аудиовыход, ну тут тоже графические косячки такие. Это что? Ну, внизу мусор какой-то имеется. Справа, как можете обратить внимание, да? Вот здесь сейчас стоит герой. Да, вам видно. Я вижу, что вам видно. Так, что бы тут еще? Это я тоже не знаю, что это за игра такая. Какие-то лягушки. Ну, вроде как все. Да, она и будет нормально работать. Мне кажется, все картриджи запустит. Все будет четенько. Так, давайте не будем эту китайщину мучить. Перейдем к другому. А вот здесь уже начинается приколюха. Я нажимаю сброс, но ничего не происходит. Запускается тупо CPDL. Это вот этот синий картридж Нянькинс. Если я не ошибаюсь, тоже делал обзор на картридж 90-х. Это была многоигровка. Она чисто на микрухах. Он тяжеленький. А CPDL, по-моему, была самой первой игрой. Он запускает самую первую игру почему-то, я не знаю. Она на японском, кстати.
Ну, работает без косяков. Без графическом. Ну, без графических. Поэтому должна, в принципе, работать норм. А там не было ли этих штук? Или они здесь будут? А, да, вот они здесь. Я уже думал, этих кубиков не будет. Ладно, давайте сейчас попробую вытащить, воткнуть картридж по новой. А вот картридж 4-игровка в корпусе Immortal вроде как запустилась с выбором игр. Ну, то, что слышно, американский ROM, NTSC. Ну да, ничего прикольного на подсветасти. Сейчас вы увидите японского региона. Ой, чуть сдохли. Давайте включу следующую игру. Ну, этот вроде бы как не на микрухах. Ну, может быть, одна какая-то микросхема есть, но он легкий, потому что, нежели вот тот синий был из-под корпуса, из-под Нянкинс. А это уже японский ROM. Ну да, они тут все NTSC. В общем, нормально работает. Почему тот, я не знаю. И, как мы видим, DuckTales 2 Deluxe Edition заработала у нас. Вторая часть. Тоже американский ROM. Слышно, что звук немножко медленный. Музыка. А, на старт же можно нажимать, пропускать все эти болталки, пищалки. Все, поскакали. Хотел сказать Дональд Даком. Селезин, Скрудж, Мандак, Макдак. Да, тут заморочки всякие нужно. Будет ее как-нибудь пройти сначала оригинал. Ну, в общем, работает, да, работает нормально. Давайте перейдем к последнему. И последний картридж — это у нас Kirby. Ну, лицензионный, японский. Работает шикандос. Вегетарианская долина. Ну, давайте, не знаю, где тут первый уровень. Зайдем. Ради тестирования. Как она летает? Во. Что засмотрелся налево, там как-то экран пропадает, что ли. Ну, съедается с такими косячками. Но, в принципе, оно и есть иногда по бокам. Такая мишура. В общем, все зашибись. На дендевских чипах все читается отлично. Кроме вот, да, единственное, на микросхемах не запустилась многоигровочка. В смысле, выбор игр. Потому что, не знаю, почему перешло все. Короче, первая игра по счету запустилась. Давайте сейчас микросхемки поменяем на японские. И протестируем в том же порядке японские микрухи, то есть регион NTSC. Процесс смены чипов я не стал показывать, я вам уже показывал это. И единственное, что перемычки не забывайте переставлять в правое положение для японских чипов. Кстати, где же я их взял, эти японские чипы? Их можно заказать на AliExpress, но не факт в том, что вам придут именно вот эти вот японские. Американские, ну, я не знаю, также, наверное, достаются из приставок. Потому что для точной уверенности, что у вас именно ЦПУ и ППУ японского либо американского региона будут тогда, когда вы сами выпаете их из приставки. Я к себе, к примеру, заказал тушку клона, тушку Фамикома для донора, так сказать, вот этих чипов.
Вот, за 2000 рублей. То есть это 3200, да, и это 2. Вот считайте, сколько будет. Плюс 350 рублей доставка. Вот. А вот эти чипы, сейчас в данный момент, которые стоят, я достал их из своей термофен строительный, выпаял. Ну, как придет тушка, я также проделаю с ней те же самые действия, а эти чипы назад впаяю. Ну, и посмотрю, там, в принципе, в них небольшое различие есть. Может быть, тоже выпаю и погляжу, как оно будет работать. Ну, давайте приступим. Начнем с Battletoads, американской версии игры. Посмотрим, как она у нас будет работать. Как видим, буквы А у нас на экране. Ну, вот она присутствует, но не на всех экранах, да, как было с чипами Dendy и европейским ромом. Никаких косяков нету. Обратите внимание, что цвета немножко тусклые. И на музыку. Ага. Музыка стала играть нормально, так, как она должна играть. О, нормас. Но цвета немножко такие, как бы тусклые, блеклые, что ли. На Dendy в Тайване, я говорю, подкрутили немного графони, но все равно до ума не довели, потому что игрушки идут медленно. Обратите внимание на цвета вот этих вот поросюнделев, я не знаю, кто это, черти какие-то с лопатами. Еще в жопку настучали мне, песка насыпали. Ну, давайте сейчас тоже черно-белого еще посмотрим. Разбиваем, 750 очей. Ну да, вот так вот выглядит черно-белый. Так, это у нас был американский ром. Японский запустим. То есть именно под эти чипы. То есть, видели, американский работает нормально. Ну, японский, тут что, по-моему, текст на японском будет. В принципе, на вот этих чипах японских от Famicom можно играть в американский ром спокойно, без каких-либо косяков. Также звук нормальный, но единственное, видите, что Psycho-Pix сюжет у нас на японском. И самое главное, как вы могли обратить внимание, у нас сверху и снизу полос нету. Картинка как бы нормально растянута, то есть в пределах нормы, это 60 Гц. А PAL у нас была немножко урезанная картинка и работала в 50 Гц. Это Dendy чипы. Вы, наверное, уже запутались, что он тут впаривает, какие-то регионы. На компе включил, и все работает. Да, там эмулятор автоматически подбирает регион, ну, то есть переключает его. И вы тупо играете. А здесь нужно как бы более, так сказать, деликатно подходить. То есть для каждого региона свой чип. Тогда вы насладитесь полноценной, качественной игрой, геймплеем. Вот такая вот штука. Для любителей фэншуя, так сказать. Так, теперь давайте я запущу европейский ром, который, по идее, несовместим. Ну, либо имеет в виду вот такие вот косяки, также, как и я запускал на дендевском чипе. Европейский тоже он не работал ни хрена. Японские шли и американские медленно. Также видите полоска справа, где планета. Музыка идет ускоренная.
Посмотрите, какая мешанина пиксельная. На Денди более-менее было. Зато можно продумывать каждый свой шаг. Смотрите, все как медленно. Зато удар такие смачные, ну, звуки ударов. А что их... их оглушил с одного удара, что ли? Слушайте, она что, легче? Что-то я не понял. Их же вроде там с 2 ударов надо было, ну, вот этих первых свиней убивать. То и хватит меня стукать. Я бы, может, даже и на портал успел на тот бы. Ну-ка. Да, нет. Или смотрите, правый ушел, да, с одного удара. А, нет. Короче, хрен его знает. Ладно, понятно все. Давайте посмотрим на контру. Запущу американку. Ну, вы уже поняли, да, то есть американские ромы и японские именно вот на вот этих чипах от Famicom идут прям четенько. В правильной частоте. Так, как и они должны работать. Но единственное, обратите внимание на картинку. Трава уже не такая зеленая, так сказать, какая была на Денди. Зато скорость приемлемая. Точнее, такая, какая должна быть. И музыка правильная. То есть приятнее уху. Если вы вот эту вот мелодию уже услышите в таком виде, то как бы в дендевский вариант играть совсем не кошерно. Вы понимаете, что она не так играет, и начинает немного раздражать этот факт. Вообще в Control лучше, я думаю, играть на японскую версию. Тут немножко анимации, сюжета добавлено. Ну, в общем, поинтереснее будет. Так, все вроде, да? С флеш-картриджем мы разобрались. Переходим к китайщине. Так, это у нас двухигровочка на 3 каплях. А вот Ghostbusters 2. Музыка, обратили внимание, какая? Вот я обычно либо Рэй беру, либо Игона. Винстон. Сигареты есть такие, Винстон. А давайте Рэй. Луч. Также обратите внимание на цвета. Они какие-то немножко блеклые по сравнению с Денди. И смотрите, они как шустро носятся. Тут помимо музыки они еще и... Ну, куда-то убежал. Да, по-моему... Я уже не помню. Мы как-то составляли команду такую вот. Они именно вдвоем четенько работали. Не было таких косяков, что он там бегал. Именно на ловушке кого-то берешь. И он четко это подходил. А не носился вокруг да около. Так, давайте вторую игру включу. Ну, в общем, как понятно, да? С регионами все. Для чего эти вот нужны чипы? Что за геморрой может возникнуть при покупке новодела? Я не знаю, сейчас новоделы какого региона вообще делают. И какие игры на них поддерживаются. То есть без флеш-картриджа я не знаю, как на них играть именно правильно. Давайте приступим к следующему картриджу. Это у нас китайская многоигровка. Что мы там запускали? Double Dragon 4, да? Во, сразу слышно, что музыка нормальная. Хотя под иероглифами, под надписями что-то непонятная какая-то была мешанина. Ну, тут все понятно. Хотя тут над буквами тоже какая-то мешанина присутствует. Ну, и здесь пиксельная вакханалия. Не знаю, с чем это связано. Смотрите, игра вообще пошустрее работает.
Ух ты, как я подножку сделал. Какие-то такие, смотрите, чуваки, у которых накачаны руки, но не накачаны ноги. В общем, да, работает, все окей. Давайте также эту лягушку запустим, посмотрим. Здесь, по-моему, музыка тоже уже такая, какая она должна быть, но цвета также заметно блеклые. Ну, они так рассчитывались на Famicom. А это уже как бы неестественно накручено тайцами, которые выпускали Dendy Stippler. Ну, делали Dendy для фирмы Stippler. Переходим к следующему картриджу. А вот что у нас такое. Обратите внимание, помните, у меня в корпусе Нянкинс, где нарисован чувак из Тасмании, который крутится, не помню, как его звать, и Том и Джерри, по-моему, Том из мультика Том и Джерри. Вот эта многоигровка, где запускалась чисто Чип и Дейл, первая игра. Сейчас же вышел весь список 7 игр с японскими чипами, то есть NTSC формата. Давайте включим Чипа и Дейла, потому что я там сначала Чип и Дейл запускал, другого ничего не было. Не знаю, я несколько раз картридж вытаскивал, засовывал, сброс нажимал, резетом пользовался и переключателем питания, но никак мне не удавалось зайти вот в список этих игр. С чем это связано? Скорее всего, это связано с частотой процессора, нет? Хотя на клоне у меня вот этот Сюберлика, который был, да, также там в обзоре где-то есть, я его там восстанавливал. Вот на нем у меня работало все отлично. Хотя не все работало отлично. Там код Феликс шел как бы темно, так знаете. О, я не понял. О, а другие игры-то не включаются, прикиньте. Так что вот такие вот пироги. Не знаю, с чем это связано, но эта многоигровка отказывается запускать другие игры. Что-то, видимо, как-то система ввода-вывода не та. Давайте перейдем к следующей многоигровке. Так, тут у нас запустилось все нормально, да? Felix Cut, все растянуто, звук отличный. Да, вот, кстати, Felix Cut на той Сюберлика приставке моей был затемненный, так же, как и Джеймс Бонд Джуниор, Jungle Book, по-моему, Скалолаз, Смертельное оружие. Ну, там еще, может, какие-то. То есть, как будто яркость была выкручена в минус. Темновато шли. Ну, что, нормальная музыка. Отлично играет. Все четенько. Это у нас японский образ, да? Тот был американский. Ну да, в принципе, все должно классно идти. Так, у нас еще 2 картриджа осталось. Это Утиная история, новоделка Хак и оригинальный Кирби. Ну да, работает все четко. Что и следовало ожидать. Ну, в общем, у меня-то флешак имеется, так что DuckTales 2 Deluxe 2014, это хак. Слышим по звуку все так, как и должно. Музыка с правильной скоростью играет. В принципе, у меня есть флеш-картридж, поэтому мне не так уж и огорчил тот факт, что не запустилась вот эта многоигровка. Потому что у меня вся база данных игр на Dendy. Ну, тот 0,01%,
который не запускает данный флеш-картридж, я в эти игры вообще играть не буду. Там какой-нибудь, к примеру, китайская стратегия пошаговая, как настолочка, или какой-нибудь маджонг. Ну, в общем, ерундеция полнейшая. Короче, не запускать те игры, в которые вы точно не будете играть. Прям вообще. Ну, в общем, давайте перейдем к следующей игрухе. Как и следовало ожидать, все запустилось. И нормально работает. Давайте также включим первый уровень. Полоску, да, видите, слева синюю? Ну и музыка, соответственно, с правильной скоростью. Цвета немножко не такие, как на Денди, но приемлемо. Ну, собственно, вот такие вот делишки. На этом я буду заканчивать свой обзор данного девайса. В общем, что могу сказать, если подытожить? Мне данная штука очень понравилась. Авторам данного устройства огромное спасибо. Я им очень доволен. Ну, а с остальными не прощаюсь. С вами был Кэцунеко. Еще услышимся. Джане!